Привет, друзья! Это наш 6-й эпизод. В Казани проходило мероприятие от Iron Star, половинка железной дистанции и спринт. Мы приехали для того, чтобы участвовать в спринте. Шестой эпизод подготовки к Ironman. Завтра мы едем в Казань, и смотрите, будет интересно. На следующий день после того, как мы приехали, у наших детей был благотворительный забег, который также устраивали организаторы Iron Star. Мы сейчас поедем на соревнования к бегу. Да, мы уже бегаем год. И приехали в Казань. Года 2. К этому забегу мы готовились уже полдня. Год. Я вообще-то готов, но мой брат нет. Мальчики накануне немножко волновались и, скажем так, переживали, потому что это был первый такой ответственный забег. Дима, честно говоря, не очень даже хотел бежать. У нас сегодня будет детский забег, один марафон. Будем болеть за Вову и Диму. Наши дети пробегали дистанцию 1 километр. Было 2 детских дистанции. Для малышей, чей рост ниже 100 сантиметров, дистанция составляла 500 метров. Для деток выше 1 метра дистанция составляла 1 километр. Готовы? Да! А ты? Да! 3, 2, 1! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Когда дети финишировали, такие эмоции я еще никогда не видела, потому что Вова сидел и говорил, что да, забег прошел хорошо, все было в целом, как я и планировал. Я всех обогнала. Очень просто. Вообще, я пешком ходила. В глазах Димы я такого счастья и радости никогда не видела. То есть он прям горел, он сиял и говорит, я хочу еще раз пробежать, мама, запиши меня на следующие соревнования. То есть дети были в восторге. Самый лучший день в мире. Затем мы пошли на брифинг, где нам рассказали особенности прохождения трассы, о температуре воды, воздуха, о небольших технических нюансах, например, драфтинг на велоэтапе. Имелось в виду, что если ты заходишь в личное пространство велосипедиста, который едет впереди тебя, то это пространство, оно 12 метров в длину и 1 метр в ширину. И на преодоление этого пространства дается 25 секунд. Если ты не успеваешь за 25 секунд это пространство преодолеть, то тебя штрафуют. Также на брифинге нам рассказали об особенностях питания на трассе. Почему на соревнованиях на пунктах питания дают Кока-Колу? Потому что в ней есть сахар и кофеин. На каком-то этапе на длинных дистанциях у людей кончаются силы, кончается энергия, а кофеин все-таки он ее добавляет. Здесь существуют лимиты времени. 30 минут на плавательный этап, 1,5 часа, по-моему, на плавательный этап вместе с велоэтапом, и общий лимит времени 2 часа 15 минут на всю дистанцию. Сейчас погода вроде бы неплохая, вода 22 градуса и 8, гидрики запрещены, но надеюсь, что завтра слегка похолодает. Никогда не думала, что я буду мечтать, чтобы вода была чуть холоднее. Мне самое главное уложиться в плавательный этап в 30 минут, а все остальное мне не страшно. Мы сейчас смотрим плавательный этап, который нам предстоит завтра, и я вот раздумываю, плыть сегодня или не плыть, потому что мне вроде бы уже сейчас холодно, и вроде бы завтра отменят гидрики, а вода свежая. Накануне вечером у меня состоялась пробежка, как обычно, перед соревнованиями. Потом приехал мой тренер, чемпион мира Дмитрий Бригеда. Мы проконтролировали вместе, как у нас собран велосипед. Все было нормально.
сейчас клеим наклейки с нашим стартовым номером для того, чтобы можно было найти свой мешок, например, мешок для бега в транзитной зоне. Велосипеды и вещи можно было поставить в транзитную зону либо накануне соревнований за сутки, либо уже утром перед стартом. Я приняла решение поставить свой велосипед и необходимые вещи для велоэтапа и для бега-этапа за сутки до самого мероприятия. Почему я так решила? Потому что мне хотелось на следующий день просто проснуться, одеть трещут, чип, взять с собой гидрокостюм и пойти уже участвовать в соревнованиях. А я в этот день отнес только велосипед и шлем, оставил в транзитной зоне. Все остальное, что мне потребуется на беге, на плавание, я все очень скрупулезно решил разложить утром, благо несколько часов у нас было до старта, и я хотел посмаковать детали, потому что я люблю детали, и сделать все идеально. Что, кстати, не всегда хорошо, потому что все это закончилось тем, что когда я раскладывал гели и смотрел, куда примотать соляные таблетки на велосипед, я так этим всем увлекся, что у меня кончилось время. В результате я повесил мешки, которые должны были быть в разных местах, я повесил в одно, и в результате я потерял время. Мешки висят с формой, то есть здесь мешки висят для велосипедов, то есть мы вылазим из воды, бежим сюда, берем мешки с велоформой, забегаем в раздевалку, переодеваемся и дальше бежим с велосипедом и мешком на велоэтап, мешок бросаем, запрыгиваем на велосипед, выезжаем туда направо и начинается велоэтап. Мандраж легкий такой присутствует. Легкий. На больших соревнованиях, как правило, существует такое понятие, как экспо, где ведущие мировые производители спортивной одежды и сопутствующих товаров предлагают свои услуги, а также услуги по восстановлению, услуги массажа, то есть все вот это. Там были представлены велосипеды Argon 18, очень такие топовые и популярные. Я сейчас задумываюсь о приобретении разделочного велосипеда. Вот я его смотрел с большим удовольствием. Да, велосипед мечты, потому что для длинной дистанции нужен уже другой велосипед. Называется он с разделочным стартом, то есть у него другой руль, другая аэродинамическая посадка. Это один из наиболее известных топовых велосипедов, сейчас популярных среди профессионалов Argon 18. И вот я присматриваюсь. Для меня посещение экспо — это как для ребенка встреча с Дедом Морозом или посещение какого-то склада волшебных желаний, потому что когда ты чем-то занимаешься, тебе это интересно, а еще в эту тему тебе для развития даются какие-то интересные вещи, это очень радует и такой детский живой трепет. На этих соревнованиях, друзья, бросается в глаза очень хорошая организация мирового уровня. Большое спасибо Iron Star за это. На этом, друзья, наш первый день закончился. Мы идем на старт. Старт начнется через час небольшим. За это время мы дооформим транзитные зоны, разложим вещи, оденем гидрокостюмы, съедим питание и на старт. Ну, вроде бы гидрокостюмы разрешены, но пока я гидрик не одену и не нырну в нем, то в это верить не буду. Не сказать, что я волнуюсь сильно. У меня нет такого мандража, как в предыдущих наших стартах, но, скажем так, чуть-чуть все-таки я волнуюсь. Хотя организация клевая, и как-то отвлекаешься на всякие увеселительные мероприятия, и становится полегче.
пытаюсь контролировать мандраж. Честно говоря, как я буду прыгать в воду, либо я буду это делать щучкой, которой я еще не умею прыгать, либо солдатиком. Главное, мне сказали нос не зажимать, а то это уже совсем не по спортивному. Ну, нервничаю, что сказать. Там почему-то вместо 3 буёк теперь 4. Вот я думаю, надо ли обдавать 4-ю или нет, но, наверное, надо. 4, 3, 2, 1. Вот я боюсь. И знаешь, что друзья. Честно говоря, когда я занырнула в воду, то был очень адреналин, меня настолько сильно переполнял, я была настолько, скажем так, я была испугана, я была удивлена такой холодной воде, хотя я была в гидрике, что спустя 100 метров я уже думала, блин, походу я не могу плыть, у меня не получается, я легла на спину и на спине плыла, наверное, метров 500. Я плыла на спине, плыла брасом, а на кроль перешла уже после последнего буйка. И когда я увидела 3-й буек, я до него все-таки доплыла, я была счастлива, но еще впереди был 4-й буек, но после 3-го уже ничего не страшно. Я повисла на 3-м буйке, я была так счастлива его встретить, что я его просто так обняла и сказала: ура, ты здесь, мой 3-й буек, и поплыла дальше. Плавательный этап прошел для меня трудно, потому что я привык дышать под правую руку, то есть гребу и вот так вот вздыхаю. А ориентация была слева, то есть слева стояли буйки, и нужно было все время делать поправку на буйки, надо было поднимать голову, из-за этого я проплыл очень много лишнего. И хоть результат плавания у меня получился хороший, но он, в общем-то, я проплыл много лишнего. Ну, на финише уже встречали ребята, которые меня вытащили из воды. Мне кажется, они такую счастливую девушку никогда не видели, потому что я улыбалась, я не знаю, с самой большой улыбкой. Но, честно говоря, когда я уже вышла на сушу, кружилась голова, было тяжело идти, а ощущение было того, что просто вот ты шатаешься в разные стороны, а надо бежать вверх по лестнице. Но мне удалось в процессе снимать, скажем так, очень оперативно гидрик, что в транзитную зону я уже добежала почти что без гидрика. На велосипеде я проехал хорошо, достаточно ровно дистанцию. При запрыгивании на велосипед, когда с плавания я переходил на бег, я разбил себе большой палец на ноге, потому что вот такой уклон, когда я запрыгивал на велосипед, а я тренировался на ровном запрыгивать, и поэтому небольшое вот это вот изменение стоило мне разбитого пальца. Но дальше я, не обращая на это внимания, поехал, в общем, ровно проехал дистанцию. Я обогнал, может быть, 10 человек, меня обогнали несколько человек, то есть, ну, в общем, так в борьбе прошла дистанция. Очень красивая была дистанция, то есть маршруты были по историческому центру Казани. Мы ехали вокруг реки Казанки, в общем, очень это было красиво, движение перекрыто, замечательные такие впечатления. Велосипед дался мне, не могу сказать, что сложно. На велосипеде я была под эйфорией, что я все-таки доплыла, а это самая главная была цель, в принципе, этой гонки. Поэтому первые 3 километра я на велосипеде ехала и просто пыталась отдышаться, потому что даже дыхание сбилось. Сначала ходила так вообще, очень холодная вода, даже в гидрике.
Этап бега прошел тоже достаточно ровно, то есть у меня не было задачи показать максимальный результат. В общем-то, я прошел так достаточно, скажем так, средней дистанцию, хотя результат показал неплохой, но задача набирать объемы, и мы постепенно движемся к следующим шагам, то есть к более длинным дистанциям, нагрузка растет. Кстати, когда я ехала на велосипеде, я думала, вижу перед собой подъем. И думаю, блин, подъем, ну такой затяжной, долгий. Я так включила маленькую передачу, ехала, настраивалась на то, что это тот самый подъем, про который мне говорили. И я его преодолела, и еду счастливая дальше, и вижу, что передо мной конкретно тот самый подъем, о котором мне говорили, а он реально был крутой. Но зато после него был очень клевый спуск, где можно было просто отдохнуть. В целом транзитки проходила я тоже неплохо, но когда я вышла на бег, первый километр я в принципе не чувствовала ног, то я не могла бежать. Мне хотелось идти пешком, пульс 176, но я все равно бежала. Я понимала, что если я сейчас остановлюсь, то я уже бежать не смогу. Финишировал я довольно хорошо, перед финишем я собрался, и последний километр я обгонял просто людей, и побольше выложиться я хотел в конце, и, в общем, пришел я достаточно хорошо к финишу. Отлично. Про плавание я неправильно сел и рассчитал. Закислился, устал. Плыть не мог. Кое-как доплыл. И уже все немножко так. Ну как мог, то есть все равно. Молодцы, главное, сделали следующий шаг, то есть все по плану. Ironman будет рано или поздно. Там выдавали на пунктах питания стаканчики с кока-колой, стаканчики с водой. И я брала и кока-колу, и воду, выпивала колу, обливалась водой. А на очередном пункте я чуть не перепутала, чуть не облилась кока-колой и не выпила воду. А когда уже бежишь обратно, то ты понимаешь, что вот та самая заветная белая арка, на которой написано «финиш», она рядом. И вся усталость куда-то уходит, то есть открывается второе дыхание, счастье, улыбка. Это просто, не знаю, ты не бежишь, ты летишь, залетаешь за эту финишную полосу, тебе дают вот такую клевую медаль о том, что я прошла спринт полный, и я этим горжусь. Последние 2 километра было прям просто очень. Но готовиться еще раз готовиться. Я думаю, Плавание очень. Я думаю, первые 50 метров, я думаю, вообще надо съесть. Дышать невозможно, плыть невозможно, вода ледяная. Кролем вообще ни разу не плыла. Плыла на спине, а сбоку была какая-то тетенька, но я там и одним глазом я смотрю, какой-то ориентир. Но когда это была до 3-го бойка, я утопила кролем и поняла, что, блин, от меня что-то все убегали, я за кого-то догоню, а со мной никто не разговаривает. Я подбегаю, говорю, ну как бежится? А они молчат. Очень прикольно. И казалось вначале, что это вообще какая-то жесть. Да, я очень хочу на следующий старт. Не знаю, конечно, будет это Олимпийка или опять это будет спринт, но я думаю, надо расти. И, конечно же, готовиться. Готовить, как обычно, в плавании. но уже опыт какой-то появляется, уже здорово, интересно. Вот я сам даже плыл, метров 300-400, вот реально каждый вдох делаешь как последний. И не хватает. Успокоиться мысленно и просто не то чтобы смириться, а знать, что через 300-400 метров это пройдет. Прошло вообще, нет? Прошло. Вот. И это на второй половине это прошло. Вот, это как раз после 300-400 метров. И это всегда так пройдет. Самое главное, когда ты вначале с этим сталкиваешься на будущее, вот вообще сейчас, никаких мыслей панических, никаких, значит,
так и дышим. Все, просто как бы продолжаем движение. Самое главное, там ни брас, там ничего, там ни вперед, там вот, don't panic. Это все было отлично, кое-кого я обгонял, где меня обгоняли несколько тоже, я ну, чтобы все так, чтобы главное никаких замечаний не получить. Да. Я увидел, что сложности есть на спуске, я очень притормаживал, потому что, ну как-то вот нет Непривычно, этого навыка. да. Нет, трасса на самом деле в плане велосипеда очень требовательная. И то, что если мимо тебя там кто-то пролетает, это очень опытные люди. И вот это все хорошо нарабатывается на кемпе. Но именно вот по скорости, когда ты вот мимо проходил, скорость была вот классная, то есть на уровне. Друзья, спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал Iron Family на YouTube. И пока-пока. До новых встреч.